В рамках единого экономического пространства граждане наших государств получат право свободного выбора места жительства, трудоустройства, получения образования, то есть движения вверх по социальной лестнице. Но новые права обозначают и новые обязанности, которые в состоянии выполнить только образованные, духовно-политически воспитанные и лояльные граждане. Что касается нас, мы, мусульмане, если не будем знать основ адаба и ахляка, культуры ислама и государственного устройства наших стран, мы не сможем быть адекватны в условиях этого мира новых возможностей и инициатив, мира модернизации. Поэтому всем нам необходимо выстраивание отношений с лидерами исламских сообществ из стран СНГ и дальнего зарубежья. Я думаю, в самой России нужно продолжить подготовку в российских исламских учебных заведениях имамов из числа центральноазиатских и закавказских национальностей, строительство новых мечетей не на основе национальности, а на основе мечеть для всех мусульман. Почему бы нам не подумать о более высоких уровнях интеграции? Существует парламентская ассамблея стран СНГ и Тюркская парламентская ассамблея. В рамках СНГ существует Совет глав правительств стран СНГ. Почему бы нам не поразмышлять о создании консультативного совета муфтиев стран СНГ, Совета улемов СНГ? Данные идеи основаны на предложениях и резолюциях наших предков, принятых на Третьем Всероссийском мусульманском съезде, форуме 105-летней давности. Сегодня здесь собрались председатели и представители духовных управлений мусульман России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Почему бы нам не подумать и над этой идеей? Наши мусульмане помнят, что лидеры мусульманской уммы представляли общегосударственные интересы во время Земского собора 1613 года, избравшего на царство династию Романовых. В мусульманской фракции Государственной Думы Российской империи на Мекканском конгрессе 1926 года. Эта общая история должна вести нас к общей стратегии действий на будущее. Для начала совместными усилиями надо понять, в чем причина появления религиозного фанатизма и радикализма, и как этому явлению можно противодействовать. Я думаю, нам нужно единство в системе мусульманского образования, необходим обмен кадрами имамов стран СНГ, совместными усилиями нам будет намного легче расширять состав духовной элиты мусульман СНГ, наполнять и дополнять ее квалифицированными кадрами, благочестивыми имамами, мударрисами, политологами, журналистами, бизнесменами, госслужащими, идеологическими работниками. Совместная работа представителей стран СНГ нужна нам и для просвещения широких масс верующих. Это необходимо делать в печатных изданиях, на сайтах, в блогах, в радиоэфире и на телеэкранах. Исламские проповедники должны регулярно выступать в эфире телекомпании стран СНГ «Мир». Насущно необходима централизация и для создания единого русскоязычного мусульманского телеканала, а также и единого издательского дома, который объединил бы печатные и интернет-издания разной направленности и ориентированные на различные аудитории. Здесь основой мог бы стать издательский дом «Медина» Совета муфтиев России, объединяющие сайты, газеты, богословские, научно-популярные и научные издания, ориентированные на самые широкие круги в России и странах СНГ. Однако важно не только создать и поддерживать средства массовой информации, важно создать аудиторию и постоянно удерживать читателя. Поэтому мы выступаем за открытие в основных мегаполисах
центров мусульманской культуры, объединяющих функции правовой помощи мигрантам, обучение законодательству Российской Федерации, русскому языку, российским обычаям и традициям. Нельзя забывать, что Россия – это общий дом народов разных религиозных традиций. Здесь все мы страдаем от унификации культур, отсутствия живых связей с наследием наших предков. С другой стороны, приезжающие в Россию представители мусульман Центральной Азии и Кавказа оказываются оторванными от своих традиций, исламской культуры и образования. Их стремление применить на практике обычаи своих аулов, кишлаков и махалли зачастую вызывает отторжение у местного коренного населения, то есть здесь есть над чем работать. Нам необходима популяризация духовного наследия наших предков, улемов и факихов, мухаддисов и муфассиров. В следующем году начнется отмечание 700-летия официального принятия ислама в Золотой Орде. Этот юбилей также мог бы объединить мусульман стран СНГ вокруг нашего общего исторического наследия.